Сяо Янь с группой почтенных воинов направился в империю Дзяма. Он появился с невероятной силой. Сначала с легкостью победил главу секты Духовного Льва Шитяня, затем убил 9-го Тяньцзуна, а после сразился сразу с 4-м Тяньцзуном. Особое внимание привлек эффектный выход нового персонажа по прозвищу Тяньцзун Кровавых Рек. Официально было внесено изменение в его образ. Вместо старого мужчины из оригинала, теперь это женщина. Ну точно как в случае 9-го Тяньцзуна. Неужели студия так любит злодеев женщин? Интересно. Из превью видно, что фракция Духовного Льва лишь пешки в большом плане, и Сяо Янь не воспринимает главу Шитяня всерьез. Он буквально дал ему пощечину. Победив его, он вынудил появиться настоящего противника, 9-го Тяньцзуна Зала Душ. Они уже встречались в сражении за павильон Падающей Звезды, но теперь, когда Сяо Янь стал гораздо сильнее на 8-й звезде Почтенного Воина, он смог сразу же убить ее. Однако она тоже оказалась лишь пешкой. Был кое-кто еще сильнее. За всем стоял 4-й Тяньцзун. И в этот момент на сцену вышла эксперт Кровавых Рек. Она на 9-й звезде Почтенного Воина должна завершить миссию по захвату Сяо Яня, членов клана Сяо и императорского нефрита Тоше. Это ее первое появление в Дунхуа. В оригинале Тяньцзун Кровавых Рек был мужчиной, жестоким, почтенным воином с огромной репутацией на центральных равнинах, сравнимой с известностью Ялао. Он мог управлять кровью в теле врагов и заставлять их взрываться на расстоянии. Но теперь персонаж сильно изменен. Из старого мужчины его сделали женщиной, причем очень красивой, как и 9-ю старейшину Мо Юй. А все потому, что в оригинале Зал Душ состоял только из мужчин, и создатели анимации решили добавить немного визуального разнообразия и привлекательности злодейской стороне. В превью видно, что новая кровавая почтенная носит фирменные черные доспехи Зала Душ, а за ее спиной у нее знакомый круг почтенного воина. Но ее одежда отличается, в ней появился красный цвет, добавляющий яркости и эффектности. Наконец-то вернулся всеми любимый Хайбодон. Теперь у него черные волосы и синяя мантия, что визуально делает его моложе на 20 лет. А еще его уровень – пик предка. Он с легкостью победил 3 предков, что послала фракция Духовного Льва. Да, хотя он не сможет сразиться с экспертами класса Почтенного Воина, но в любой войне есть много императоров и предков. Вот с ними Хайбодон сможет разобраться. Яо Чен использовал пилюли 8-го ранга, чтобы нанять сильных экспертов Почтенного Воина 3-й звезды и выше. Вскоре были выбраны 20 человек, а еще 10 старейшин пришли со стороны павильона Падающей Звезды. Сяо Янь прибыл с 30 почтенными воинами. Когда Сяо Янь появился в небе над крепостью, королева Медуза, которая в этот момент сражалась с Шитянем, была поражена. В ее глазах мелькнуло удивление, а затем едва сдерживаемые эмоции. Гордая королева змеиного народа не смогла скрыть чувств, слезы почти выступили на глазах. Еще недавно Сяо Янь был всего лишь императором Духуа, а теперь он стоит перед ней как могущественный лидер, способный возглавить 30 почтенных воинов. Его рост потряс всех. Во время битвы Альянса с фракцией Льва, Цайлинь, хоть и была 5-звездным почтенным воином, все же уступала Шитяню. Он не только имел преимущество в силе, но и позволял себе оскорбительные замечания в ее адрес. И именно в этот момент появился Сяо Янь. В ярости он молча нанес Шитяню сокрушительный удар и тем самым спас свою дочь Сяо Сяо. Медуза поспешила проверить состояние дочери. Сяо Янь посмотрел на Цайлинь, его сердце было полно вины. Он обнял ее и мягко извинился. А далее громкий взрыв, и гордый 6-звездный почтенный воин Шитянь был тяжело ранен с одного удара, вылетев назад, извергая кровь. Этот удар был не только за королеву Медузу, но и как знак всем. Альянс Янь больше не уступит. Поражение Шитяня разгневало прибывшего 9-го Тяньцзуна. Эта 8-звездная почтенная с высокомерием высмеяла Сяо Яня, говоря, что он сам пришел в ловушку. Но Сяо Янь, облаченный в броню древнего насекомого императора, уже достиг пика 8-й звезды и вовсе не боялся. 9-й Тяньцзун вскоре поняла, что ошибалась. Сяо Янь оказался куда сильнее, чем она ожидала. Пытаясь сбежать, она не успела. Сяо Янь тут же использовал технику небесного уровня – Великая Ладонь Созидания. Мощнейшая энергия моментально поглотила 9-го Тяньцзуна.
Та, кто кричала, что убьет Сяо Яня, в итоге сама была уничтожена. Ее крики перед смертью остались безответными. В итоге 9-й Тяньцзун, 8-звездный почтенный воин, погибла от рук Сяо Яня. Как только она погибла, из-под земли вырвалась ужасающая кровавая аура. Появился 9-й Тяньцзун Заладуш, кровавая почтенная. Этот устрашающий эксперт, долгое время считавшийся пропавшим, вернулся как пиковый почтенный воин в шаге от полусвятого. Ее сила в разы превосходила обычных почтенных воинов, настолько, что даже 3 старейшины клана Ху пришли в ужас. Сила кровавого почтенного просто чудовищна. Хотя 4-го Тяньцзуна в анимации сделали женщиной, ее сила оказалась вовсе не декоративной. С самого начала она продемонстрировала боевую мощь, выпустив огромного кроваво-красного дракона, которым смогла нейтрализовать технику Великая Небесная Ладонь Сяо Яня. Хотя кровавая почтенная не испытывала никаких чувств по поводу смерти 9-го Тяньцзуна, она проявила интерес к Сяо Яню и членам клана Сяо. Ее цель – выполнить задание Заладуш, захватить их всех. Поэтому она без колебаний вступила в бой с Сяо Янем. Их сражение оказалось действительно взрывным. В начале боя кровавая почтенная была уверена, что легко справится с Сяо Янем. Ведь он все еще находился лишь на пике 8-й звезды, тогда как сама она достигла пика 1-го этапа 9-й звезды почтенного воина. Однако в бою Сяо Янь начал применять одну за другой мощнейшие техники, по силе не уступающие боевым навыкам небесного уровня. Кровавая использовала свое знаменитое искусство из кровавого заклинания, мощнейшую технику Великое Поглощение Крови. С ее помощью она может управлять кровью противников, вытягивая ее и превращая в собственную силу. Она тут же нарушила союз с фракцией Духовного Льва и начала поглощать силу их экспертов. Даже глава секты Шитянь не смог избежать этой участи. В результате 4-й Тяньцзун резко усилилась, достигнув пика 9-й звезды 3-го этапа. Ее сила стала поистине ужасающей. На канале было видео про 9 этапов достижения святого. Там объясняется, что это за этапы 9-й звезды почтенного воина. Посмотрите. После поглощения множества экспертов, включая предков и почтенных воинов, 9-я Тяньцзун получила колоссальное преимущество и начала полностью доминировать над Сяо Янем, загнав его в глухую оборону. Но Сяо Янь тоже не остался без ответа. У него был козырь. Раньше он полагался на технику метаморфозы пламени. Теперь же достаточно было активировать родовую метку клана Сяо, чтобы резко усилить свои способности. Сяо Янь активировал силу клана Вайтату, и его боевые возможности резко возросли. В результате он вновь смог на равных противостоять Кровавой. Оба применили свои мощнейшие приемы, и битва выровнялась. В какой-то момент Сяо Янь использовал свою фирменную атаку – Лотос Ярости Будды. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам эти битвы с Тяньцзунами Заладуш. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.